Глава 146. Троица осталась стоять, полностью готовая к нападению, среди устилающих землю мертвых тел и парящего в воздухе черного дыма. Высокая скала неведомым ни демонам, ни божествам способом оказалась у них за спинами, и перед глазами, наконец, открылся путь. Кромешной тьмой впереди чернела лесная чаща, нависая пугающим сплетением ветвей, откуда то и дело раздавались крики воронов. Селянь, приведя все органы чувств в полную готовность, непроизвольно схватил Хуачена за руку. И тут же, к своему удивлению, обнаружил неблагоприятный факт. Хуачен, вне всяких сомнений, являлся демоном, но в эту секунду он весь горел, словно подхватил жар. Селянь удивленно замер и прошептал: «Сань-Лан, ты скоро вырастешь». Несмотря на обжигающую температуру тела с головы до кончиков пальцев, лицо Хуачена осталось невозмутимым. «Скоро», — ответил он. Хуачен станет прежним. В сложившейся ситуации это определенно очень хорошая новость. Но момент перед тем, как он по-настоящему вернется к своему истинному облику, наверняка будет самым опасным, самым серьезным. Селянь тут же принял решение: установим магическое поле. «Я буду тебя защищать». С такими словами принц немедленно принялся за дело, приказал Жаю оградить Хуачена кольцом в 4 чана, затем вонзил в землю перед кругом свой меч, Фансинь, как замок для запечатывания поля. Хуачен тем временем уселся в позу для медитации и сказал: «ГГ, лучше оставь Фансинь для защиты». «Нет», — ответил Селянь. «Поле должно быть добротным, а для этого сгодится лишь оружие, которое испробовало человеческой крови». Не успел принц договорить, как почувствовал сзади чье-то прикосновение. Обернувшись, он просто онемел, увидев перед собой серебристую изогнутую малютку-саблю, которая стояла вертикально, хлопая огромным серебристым глазом. Это он только что терся о ноги принца рукоятью, словно предлагая свою помощь. Селянь присел на корточки. «Эмин, а ты почему обернулся таким?» Прославленная изогнутая сабля Эмин, изящная и тонкая, обладающая неудержимой демонической сущностью, теперь уменьшилась по крайней мере в половину. Серебристый глаз, прежде напоминающий полумесяц, сейчас будто обернулся глазом ребенка, круглым и большим, который то и дело моргал. Вопрос селяня, кажется, немного обидел Эмина, но он все равно старательно продолжал толкаться рукоятью ему в ладонь. Пэймин присел рядом и спросил: «Это и есть знаменитая изогнутая сабля Эмин?» Он потянулся рукой, будто хотел потрогать, но Эмин моментально ощетинился и угрожающе направил на него клинок. К счастью, Пэймин оказался достаточно проворным, чтобы не оказаться пораненным на месте. Селянь погладил саблю и сказал: «Все-таки лучше я воспользуюсь Фансинем». Фансинь остался непоколебим как гора, а Эмин, добровольно предложивший себя и получивший прямой отказ, чуть не всхлипывая, прискакал обратно к Хуачену. Хозяин даже взглядом его не удостоил, вместо этого отвесил удар и бросил: «Чего ты плачешь? Все потому, что ты бесполезен». Мусор. Эмин отлетел на землю, подобно никому не нужной рухляди, будто один удар лишил его жизни. Селянь, не зная, плакать или смеяться, торопливо поднял саблю, устроил на руках и погладил. «Нет, нет. Не слушай его, ты не мусор, ты очень полезный». Пэймин не мог больше наблюдать за развернувшейся внутри магического круга картиной. Он вышел за его пределы и снова медленно обнажил меч. Вообще-то первоначально ситуация не требовала подобных мер. Но я и не предполагал, что мы так скоро встретим столь сильного противника. Удача поистине благоволит вашему высочеству. Цель их похода на гору Тунлу — первым делом избавиться от нечеловеческих созданий с самыми высокими шансами на становление непревзойденным, то есть они как раз искали сильного противника. Селянь и сам не мог понять, назвать это удачей или же неудачей. Хуачен же заметил: «Генерал Пэй, почему вы заведомо решили, что дело в удаче его высочества? А вам не приходило в голову, что демон острого лезвия явился по вашу душу?» Пэймин расхохотался. «Будь это демоница, я бы поверил в такое предположение». Но смеяться долго не вышло, лицо Пэймина неожиданно переменилось, и он быстро отскочил в сторону. А когда вновь поднял голову, по его щеке медленно стекала струйка крови.
На лице Пэймина появился свежий порез, не в силах в это поверить, он дотронулся до щеки, и ладонь тут же окрасилась кровью. Рана была не какой-нибудь мелкой царапиной. Оба, и принц, и генерал, только что пребывали в полной готовности к нападению, но Селянь остался цел и невредим, не почувствовал и малой талики угрозы к себе, поэтому искренне согласился. Выглядит так, словно он действительно явился по вашу душу, генерал Пэй. Пэймин вознамерился ответить, но тут вновь налетел свист острого лезвия, разрезающего воздух. На этот раз генерал был готов и отразил атаку своим мечом, который и впрямь столкнулся с чем-то невидимым. В тот же миг перед ним проявилась фигура, разрубленная ударом пополам, которая повалилась на земь. Верхняя половина тела лежала на земле, озлобленным взглядом взирая на Пэймина. Отнимающий жизни демон острого лезвия, Пэймин подошел, поставил ногу Тому на грудь, а острие меча приставил к горлу. «Что ты за тварь такая?» Ранее демон заявил, что он — оборотень, получившийся из сабли палача. Будь это правдой, он бы вернулся в первоначальную форму, еще когда Пэймин разрубил его в первый раз, и на этом конец представлению. Какая сабля способна продолжать бесчинствовать, когда ее сломают пополам? Неожиданно демон острого лезвия округлил глаза, холодно усмехнулся и голыми руками сломал меч Пэймина, раздался звон металла, и глаза Пэймина сделались такими же огромными. И не только у него, Селяня настигла почти такая же реакция. Ведь Пэймин — официально вознесшийся бог войны, и, несмотря на нахождение в пределах горы Тунлу, когда магические силы подавлялись до самого низкого уровня, его магический артефакт не должен был столь легко прийти в негодность, демон острого лезвия рассмеялся. И как тебе только несовестно носить при себе столь никчемное оружие, меч оказался сломан. И Пэймин тут же перешел в рукопашную. Но и демон острого лезвия оказался не промах, оттолкнулся левой рукой от земли, чтобы подняться в воздух, сложил пальцы правой вместе и нанес удар. Там, где по воздуху летела его ладонь, отчетливо виднелся холодный блеск металла и слышался свист. Стало ясно, что его истинное воплощение — действительно какое-то острое оружие. Селянь уже хотел поспешить на выручку из круга, когда Хуачен задержал его и серьезно сказал: «ГГ, смотри внимательно». Пэймин тоже выкрикнул: «Не вмешивайтесь, если уж величественный северный бог войны не сможет одолеть оборотня клинка на самом внешнем уровне горы Тунлу, как ему жить с этим дальше?» Но даже несмотря на отсутствие нижней половины тела, демон острого лезвия оказался невероятно проворным. Куда бы Пэймин ни направил удар, противник будто предугадывал каждое его действие, что создавало генералу серьезные помехи. Спустя несколько сотен выпадов Пэймин украсился несколькими десятками ран. Селянь, не в силах больше на это смотреть, воскликнул: «Генерал Пэй, вернитесь в круг». Пэймин тем временем становился все мрачнее. Он не желал отступать, но и Селянь не мог опрометчиво броситься на помощь, чтобы вдвоем одолеть одного. Для некоторых богов войны принять помощь во время боя 1 на 1 — настоящий позор. Селяню пришлось обходиться словами: «Генерал Пэй, отступите. Вы не замечаете странности. Он знает вашу технику сражения как свои 5 пальцев». Разумеется, Пэймин и сам это понял, просто не сразу поверил. Но раз уж от наблюдателя со стороны это не укрылось, поверить все-таки пришлось. Селянь вынул Фансинь из земли, временно открывая проход в круг, и Пэймин одним прыжком оказался рядом с принцем. Выглядел он при этом чернее тучи. Селянь вернул меч на место и спросил: «Генерал Пэй, вы не подберете сломанное магическое оружие?» Пэймин стер кровь со лба и мрачно ответил: «Это не мой магический артефакт. Просто выбрал первый попавшийся меч, который лег по руке». Селянь сразу вздохнул с облегчением. Конечно, первый попавшийся в руки Пэймина меч не мог не быть прославленным драгоценным оружием, но все же не шел в сравнении с настоящим личным артефактом. «Почему же вы не взяли в поход собственное оружие? У меня его нет». Селяню стало еще любопытнее. Почему обыкновенно боги войны выбирали самое привычное оружие, чтобы создать из него магический артефакт? Так они могли сражаться с удвоенной силой, как если бы тигру приделали крылья. Но Пэймин не успел ответить, когда демон острого лезвия вдруг холодно фыркнул и сказал: «Ну, конечно же,
потому что его лучшего меча давно не стало, лицо Пэймина окаменело. Кто ты такой, Селянь? Разве ранее вы не спрашивали, что он за тварь?» Демон острого лезвия с усмешкой ответил: «Кто я такой?» «Ха! Пэймин, мог ли ты представить, что все сложится именно так, когда сломал меня одним ударом ладони?» Селянь чуть округлил глаза. «Генерал Пэй, вы с ним знакомы?» Пэймин надолго погрузился в размышления, покуда его лицо становилось все суровее. Затем он все же предположил: «Ты». Мингуан, услышав имя, демон острого лезвия перестал усмехаться. Теперь он выглядел полной противоположностью тому мелкому демону, который ничем не выделялся из толпы. Селянь переспросил: «Его имя Мингуан?» «Генерал Пэй, но разве это не вы, генерал Мингуан?» В мгновение ока в голове принца пронеслось бесчисленное множество невообразимых сюжетов, как кто-то выдал себя за другого, произошла подмена и так далее. Впрочем, поскольку в чертогах верхних небес уже имелся прецедент, подобное уже не считалось бы невообразимым. Принц невольно задумался: неужели еще один повелитель земли? Пэймин, кажется, догадался, о чем подумал принц, и, зажимая рукой рану, прервал эти размышления. «Ваше Высочество, о чем вы думаете? Я же сказал, что я, генерал Пэй, самый настоящий». «Никакого обмана, но почему вы назвали его Мингуан?» «Потому что это его имя, которое я ему дал». «Он, мой меч», Селянь ахнул и поразился: «неужели?» «Генерал ломает меч, верно?» «Мингуан — это меч, который я носил при себе до Вознесения. Многие сотни лет назад я своими руками сломал его. Это все объясняет. Неудивительно, что демон острого лезвия как свои 5 пальцев знает технику Пэймина, будто предвидит каждый следующий шаг. Этот меч прошел вместе с Пэймином через множество сражений, одержал бесчисленные победы. Разумеется, он насквозь видит все приемы и уловки генерала. И теперь ясно, почему, разрубленный пополам, он по-прежнему способен свободно двигаться, а рана в живот не причинила ему никакого вреда. Все потому, что он давным-давно был разломлен на 2 части. Селянь спросил Пэймина: «Значит, ту рану в живот он сам себе нанес? И то божественное сияние мое?» Сломав меч, я незамедлительно вознесся. Думаю, тогда на нем и остался нестираемый след. Тем временем демон острого лезвия. Нет, Мингуан начал наносить удары по Фансиню, пользуясь ребром ладони словно клинком. При этом лицо его сделалось столь озлобленным, будто он рубил самого Пэймина. Селянь не удержался от вопроса: «Послушайте, генерал Пэй, почему ваш меч затаил на вас такую большую обиду? Что вы с ним сделали? И в чем же все-таки заключается сюжет картины?» «Генерал ломает меч». Пэймин охлопывал себя в поисках бутылька со снадобьем, отвечая: «Никому не нужные дела столетней давности. К чему теперь вспоминать о них? Лучше придумайте способ от него отбиться». Магический круг охранялся Жайо. Но стоит сломать Фансинь, и большая часть мощи поля сойдет на нет, оно станет подобно двери со взломанным замком. Селянь поглядел за спину и немного успокоился. Хуачен погрузился в спокойную медитацию и закрыл глаза, видимо, уже не ощущал ничего происходящего вокруг. Но голос Пэймина вернул принца в реальность. «Ваше Высочество, ваш меч способен выдержать атаки». Селянь повернулся обратно и ответил: «Не знаю. Все-таки Фансинь уже очень стар. Пэймин, не страшно. Мингуан тоже не молод». Селянь вздохнул с облегчением. «Что ж, если так, думаю, он сможет продержаться какое-то время, и если на помощь Мингуану не придет еще кто-нибудь». Неожиданно не успел принц договорить, как со стороны леса раздались громыхающие шаги. Вскоре перед ними возник рослый мужчина свирепого вида и со смуглой кожей, одетый в изношенный доспех. Он бросил взгляд на Селяня и Пэймина с высоты своего необычайного роста, и оба тут же ощутили каплю холодного пота, сбежавшую по виску. Увидев, как еще один человек голыми руками неистово рубит по мечу, торчащему из земли, Верзила слегка удивился и подошел ближе. Селянь и Пэймин, не сговариваясь, прикрыли руками лица и отвернулись. Мингуан же, увидев огромного мертвеца, который выглядел довольно сильным, закричал ему:
«Эй, здоровяк, помоги-ка! Сломаем этот меч, разрушим магическое поле, и я отдам тебе половину жертв на растерзание». Но, видимо, Верзила при жизни не был жителем Центральной равнины, а после смерти не стал даже демоном Центральной равнины. Он не знал местного языка и не понял, что ему сказали, только закричал в ответ. С обеих сторон посыпались крики, но ни один так и не понял, что хотел сказать другой, только синие вены на висках обоих вздувались сильнее. Пэймин, изо всех сил стараясь придать своей позе, с которой прикрывал лицо, естественное и свободное положение, шепотом спросил: «Ваше Высочество, что за чертовщину несет этот варвар?» Селянь также шепотом ответил: «Он решил, что ваш меч его задирает», разозлился и велел тому немедля пасть на колени и просить пощады, иначе убьет его. Прекрасно. Надеюсь, они подерутся как можно скорее. Неожиданно здоровяк, видимо, услышав шепот, повернулся и пристально уставился на них, нахмурив брови. Селянь и Пэймин, уже совершенно не притворяясь, закрыли лица еще плотнее. Однако Верзила все равно их узнал и топнул ногой так, что земля вокруг задрожала, а после взревел: «Это вы!» Заклинатель, собирающий мусор, командир Пэйсу, поняв, что их узнали, оба опустили руки. Селянь поразмыслил немного и мягко обратился к нему на языке Баньюэ: «Генерал Кэмо, прошу, успокойтесь». Конечно, странным Верзилой оказался никто иной, как генерал Кэмо, который сбежал из места своего заточения во время всеобщей волны демонов, вызванной открытием горы Тунлу. Он был пленен селяном, а позднее на допросах встречал Пэймина, стоящего рядом с Пэйсу. При виде недругов глаза его загорелись гневом. Кэмо без лишних слов занес ногу и ударил по Фансиню, отчего меч сразу отклонился на целый цунь. Мингуан хлопнул в ладоши и восхитился: героическая отвага. Затем продолжил обрушивать удары с другой стороны. Видя, что Фансинь дрожит все сильнее под двусторонней атакой, Селянь подошел к Хуачину и дотронулся до его лба, но тут же отдернул руку, будто обжегшись. «Что же нам делать?»